Слава Украине, привет всем от Полонского. Российские войска в 171 раз захватили Курдскую Народную Республику. Ну, по крайней мере, так сегодня этот самый человек с глубоко интеллектуальным лицом по фамилии Герасимов объявил ихнему верховному пуйлу. Говорит, захватили мы Курскую Народную Республику, все, будем тут теперь московитчину устраивать, будем тут людей тиранозаврить и так далее, и так далее. Захватили все, говорит, прямо из трубы выскочили. Да, свеженькие, как у нас был такой старший прапорщик Борисевич, говорил, вышли с баньки, говорит, красные, как огурчики. Да, такие, этот, говорит, свеженькие, из трубы вышли, как огурчики, и захватили, значит, Курскую Народную Республику. Вот, ребята, ну, поскольку он это объявляет 171 раз, я вам сразу скажу, что это фейк. Ни хрена они не захватили. Вот, единственное, что они там захватили, это бабу Груню, которой 89 лет, за левую часть ягодицы. Вот, и то, как говорится, баба Груня осталась недовольна. Да, вот так вот, друзья мои. Так что все это чушь собачья. Дальше. Тут я вывесил на телеграм-канале очень интересное, такое лично ностальгичное для меня видео из Карелии. Объясню ситуацию. Я служил в ЛНВО. Это был 83-85 год. Блин, когда это уже было. Но не суть. Так вот, я в этой самой Карелии много раз был на учениях. Тогда еще. Это был 84-й, может быть, не помню уже. Вот в этих пределах. А когда же еще? Да. И был там несколько раз. И видел это все, да. Рядом цветущая Финляндия. Ну, я же не был в Финляндии на тот момент, ну, как я мог знать. Но я знал, что там, наверное, хорошо, да. Вот. Что меня в Карелии поразило, ну, я же как бы все-таки из Киева, как бы все-таки привык к определенному. Ну, понятно, что и Киев тогда не был еще, я не знаю, каким это, что же не Нью-Йорк был тогда. Хотя, знаете, я сейчас смотрю, что Киев никогда не был, вот в аналогичное время никогда не был хуже того же самого Нью-Йорка. Все это, как говорится, реклама и пиар. Вот сегодня, например, Киев я считаю намного лучше, чем тот же Нью-Йорк. Это мое мнение личное. Да, ну бог с ним. Несмотря на войну, кстати, да. Приезжаешь в Карелию, господи, прости, это, ну, это полный аут, это ты попадаешь в другой мир. То есть, да, мы там заехали к одним, вот представьте себе, это 84-й, может, 85-й год, заехали в какую-то деревню, на БТРе заехали, потому что это, ну, там ямы такие, и воды много, в общем-то, только на БТРе можно было и проехать, заехали туда, значит, на нем, вот, а там эти чудики живут местные, что-то такое. И что-то мы начали с ними говорить, но они такие, там, как вам сказать, с одной извилиной все. Короче, чуваки не знали, кто такой Брежнев. Я серьезно говорю. Он только вот умер, но это же генсек, елки-палки. Дорогой Леонид Ильич. Они вообще ничего не знают. Вообще. Они там живут, вот это у них там медведи, вот это там кури у кого есть, но кури это у богатых. Обычно они сразу все пропивают, курей съедают. Вот. Вот это грязище вокруг. Жуть, кошмар. Света тоже нет. Ну, думал, блин, ну, мабуть, это самое. Вот как-то так. Мне не повезло там. Был в таких местах. Ну, на учениях, куда вас забрасывают. Понятно же, да? Вот. И сейчас смотрю видео из Карелии. Вот сейчас. Причем это не какие-то там, знаете. Это, по-моему, то ли РТР, то ли их, как там, Первый канал, или как он там у них называется. То есть это чисто пропагандонский канал, не без всяких. Я смотрю, блин, а оно там все-таки осталось. Капец полный, вот эти бараки двухэтажные. Только тогда, в те годы, они были покосившиеся, а сейчас они уже вообще вот такие какие-то, да. Это жуть, ребята. Все стало, вот по сравнению с тем, что я там был, только хуже. Вообще капец, развал полный, развал всего. И вот я себе думаю, елы-моталы, вот это оттуда берут вот этих чмобиков, да? На войну, потому что оно там живет, ему рассказали, что оно живет хорошо, оно никогда в жизни нигде не было. Вот это только там где-то под Петрозаводском, где-то оно там, или там под Кандалакшей, долбаной, или еще где-то там под Выборг. Ну, Выборг, кстати, ничего, они его загадили. Город же хороший, финский город, да. Ну, просто они его убили, да. А город хороший, да. Вот. А вокруг вот эти деревни, это жах, это просто жах. На тот момент было, сейчас я не скажу, не знаю, уже 40 лет прошло. Вот. Но я думаю, что сегодня мало что изменилось. Там, наверное, так оно приблизительно и осталось. Если там дальше вот в Карелии вот это вот жах такой, то и тут, думаю, тоже жах на юге ее.
Вот. И вот оттуда, где беспросвет, где вот этот жуть, вот этот кошмар, они почему-то считают, что они живут хорошо. Ну правильно, когда ты не видишь других людей. Ты живешь там, что называется, с бурыми медведями в обнимку, да, и с балалайкой. Хотя с балалайки тоже нет, потому ты же ее пропил еще 2 года назад. Вот. То ты считаешь, что, наверное, все такие живут. Поскольку другой информации у тебя нет. А если бы она и была, она тебя нахрен не интересует. Вот и все. Вот. И оттуда вот берут этих чмобиков защищать родину, так сказать. Родину твою налево они защищают в Украине. Какая тебе родина? Ты вообще там с этого самого... Господи, прости, сортовала какая-то, до сих пор эти названия, помню, дикие. Ну, оно финское, правда, название. Аж захваченное это уже все было. Но оно, может, при финнах и хорошее было. А я вот на него нагоняю, да. Ну, вот, я просто, для меня это визуально так осталось вот это все в памяти. Жуть царя небесного. Вот. И оттуда же они берут этих чмобиков, как берут их из Комсомольска-на-Амуре, например, где вот сегодня что произошло? Сегодня утром. Значит, привезли туда захваченную у Украины военную технику. Там несколько БТРов привезли, М113 привезли, там еще что-то привезли. Ну, понятно, это война есть, мы захватываем их технику. Мы тут в Киеве ни разу, ни два парада устраивали. В 22-м, 23-м годах устраивали парады. Тут такая, весь Крещатик был в этой Кантемировской дивизии, все стояло тут, да. Вот. И они же нашу технику тоже туда, значит, потянули. Спрашивается, нахрена ее тянуть в Комсомольск-на-Амуре? Непонятно, да? Вот, ну 9 тысяч километров от Украины. Вообще, какое они отношение к Украине имеют? Никакого, да? Родину защищать. Какую ты родину, мудила, защищаешь в Украине? Ну да, им нужно Чмобикова туда тянуть в Украину. Чем это все закончилось? Эти, значит, мудила, они даже не смогли закрепить заднюю дверцу БТР этого М113. Она там отваливается вот таким вот образом, то есть вниз ложится. Вот. Туда подошел ребенок, эта дверца упала, задавила ребенка насмерть. Ну, вот в этом вся Россия, понимаете? Вот. И я абсолютно уверен, я никогда не был в Комсомольске, там, долбаном на Амуре, да? Вот. Но я почему-то уверен, что ситуация в Комсомольске-на-Амуре мало отличается от ситуации там, в Карелии, в Петрозаводске и в остальных вот этих вот там местах, там, как оно там. Почему-то я думаю, что совсем не отличается. Такой же самый кошмар, жуть и бараки. И, да, одни бараки. Вот. И действительно оттуда очень просто и хорошо, значит, набирать чмобиков на войну, потому что люди жизни не видели, им сказали, да, родина надо защищать, видишь, потому что у тебя твой барак заберут. Вот это, да, там у тебя нет лестницы на 2-й этаж, ничего страшного, там лестница есть сбоку, значит, можешь залезть всегда через окно к себе домой, пока оно не развалилось окончательно. А, окна тоже нет, ну хрен с ним, досками забьешь. Но это же у тебя заберут, вот эти пиндосы заберут. Правда, уже пиндосы хорошие, я не знаю, как они там уже с этим вопросом, как они им там объясняют. Трамп был плохой, там, помните, ракеты на Вашингтон, а сейчас же уже как-то надо менять, перезакрашивать, надо, не знаю, куда они эти ракеты будут, там возили, помните, на «Жигулях» ракету возили. Я же не знаю, теперь они ее как-то будут там перекрашивать. Вот. Да, вот оттуда набирать чмобиков самое то, друзья мои. Самое то. Вот. Ну и почему-то Трамп эту всю публику поддерживает. Не, понятно, потому что, знаете, я вам скажу, почему Трамп любит Россию. В принципе, Россия является собой страну идеальную с точки зрения Трампа. То есть верховный правитель, главарь, назовите как угодно, президент, там еще кто-то. Да, не суть важно в данной ситуации, который один раз его избрали, может быть, и то вряд ли, что его там кто-то избирал, но тем не менее. И все, он остается навсегда. Потому что больше выборов нет. Все, вот так вот он есть, хороший, он плохой, пьяный, трезвый, неважно. Он остается навсегда, и он делает все, что он хочет, значит, со всеми. Вот. И есть быдло, которое постоянно только говорит хру. Все, больше ничего. Больше ничего. Главное, чтобы дать быдлу водку. Водки должно быть много, да. Тогда быдло довольно, оно не ропщет, оно ведет себя смирно, хорошо. Если надо идти на войну сдохнуть, они пойдут и сдохнут. Ни вопросов нет. Главное, чтобы, как говорится, было чем зарядиться. Закусить при этом совершенно не обязательно. Вот. И понятно, что Трамп смотрит и, Блин, чего мне, говорит, не хватает? Вот в этой всей ситуации, которая уже есть, благословенная ситуация, которая с точки зрения Трампа есть у Путина. Он так смотрит. Так, первое, у американцев много оружия на руках. Это надо ликвидировать. Я вас уверяю, он к этому еще вопросу, мне кажется, подойдет. Ликвидировать оружие, чтобы они не трепыхались. Да, это первый момент. Второе, сделать нищими. Да, обязательно, чтобы американцы были вот такими же нищими, как русские. Вот. А нищий человек что? Вот это самое главное. Смотрите.
Нищий человек полностью зависим от государства, от подачек всяких там, да, от пайков каких-то, еще от чего-то такого. То есть он полностью зависит, и что государство делает, то он от зависит, значит послушен. Как трехлетний ребенок, да? Ему сказали хро, значит хро. Все, нет вариантов. Хрю нету, значит только хро. Вот. И вот это очень нравится Трампу. То есть полная зависимость людей от власть придержащих. И, собственно говоря, идеальный народ, да, они его слушаются. Можно передать власть по наследству, как в Северной Корее. Опять-таки, смотрите, он любит Северную Корею. Шандарахнули сейчас же по Киеву, это же северокорейская ракета была, КН-23, да, по Святошино. Бахнули по жилым домам. Прицелились, точно попали. Просто по жилым домам. А знаете, сколько там было, какая там за сотню было иностранных запчастей? И большинство американских. И никто этого дела, ну, как-то вот не прекращает. То есть мы говорим, а даст ли Трамп оружие России, там, Северной Корее? А вот это что там за запчасти? Это не считается оружием. А без этих запчастей была бы эта ракета Искандер, или КН-23, или еще какие-то там Х-101. Были бы эти ракеты произведены? Да, конечно, нет. Нужны американские запчасти, как правило, американские. Ну вот, собственно говоря, вот вам и ответ, вооружает ли Трамп Путина. Вот, собственно, и все. Да. Тут дальше... Можно дальше уже и не продолжать, да, тут уже все понятно. То есть, вот поэтому-то, и вы видели сегодня, да, вот Зеленский приехал в Рим и встречался с лидерами, ну, а метрах в 20 толпа. Толпа ж стоит, похороны Папы Римского, понятное дело. Боже, они увидели Зеленского того. Никакой реакции не было. Пока там стоял Макрон, там этот самый, господи, пропрыгал там этот Трамп, там, ну, еще там Урсула была и так далее. То есть много людей было. Вот, но толпа стоит, ну, поглазела на них, ну, прошли-то и прошли. Боже, увидели Зеленского, давай аплодировать, давай кричать. Ну, видно, что, знаете, человек пришел, лидер свободного мира, ну, и вот эта вся свита там вслед за ним. Что-то там эти Трампы бегают. Ну, Трамп уже все откололся, он уже с другой стороны. Вот, но все остальные же за ним же там бегут, да, за Зеленским. Зеленский спереди, как знаете, как икона. А эти вот все там за ним, да. И как ему люди аплодируют? Это итальянцы, ну, их же не заставишь аплодировать, кому попало. Ну, честно. Какие там были аплодисменты. Просто потому что люди чувствуют. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, как лидера свободного мира, Трамп, конечно, Зеленского не любит. Это природно. Не потому, что он вот он так. Вот он просто не любит людей, которые представляют собой свободный мир, защищают свободный мир. Потому что фактически, если Украина не будет защищать свободный мир, он просто рухнет. Потому что там, значит, будет останется 4 брата-акробата, получается. Это, все диктаторы. Это Трамп, это дядюшка Си, это, скажите мне, Ким Чен Ын, ну и вот это московское, вот это пуйло. Все, зашибись. Разделили мир, ура, аллилуйя, да, ну нормально. Вот, собственно говоря, какая ситуация. Откуда ноги, как говорится, у всей этой истории растут.